Ну здрасте. Я думаю, что большинство из тех, кто забрел на этот видос, уже знакомы с такой группой, как... Поэтому давайте я вас познакомлю. Death Grips — это группа, играющая экспериментальный хип-хапчик и состоящая из 3 человек. Орущий бомж, Иисус и чувак. Эти 3 чела вот уже больше 10 лет назад решили собраться, чтобы начать творить искусство. Если вы активный пользователь интернета, то вы точно должны были хоть раз слышать о них или видеть какие-то кекичи, например... Хорошее радио! Это, в принципе, все, что вам нужно знать. А теперь я постараюсь выжать из себя все соки, чтобы пояснить вам, что Death Grips — это не просто группа, играющая экспериментал говну, а самый настоящий перформанс, который нам повезло лицезреть на просторах всемирной паутины, и не только. Ничего я в итоге не поясню. За музыкой, что они творят, стоит много всяких интересностей, и все это достойно обсуждения. Только если вы не теоретик из Твиттера или не я. Так что давайте начнем с самого начала. Где-то в городе Сакраменто Иисус увидел бегущего бездомного и сразу решил взять его в свою хип-хоп группу. Так появились Death Grips, если верить комментариям с Ютуба. Короче, барабанщик Зак Хилл — бывший участник долбанутой матрок группы Hella, которую я вам советую зачекать. И этот мужик — сраный пулемет с бесконечным боезапасом. Он непобедим. Я бы точно не хотел встретиться с этой машиной 1 на 1. It stopped, thankfully, but now it's back again. Второй участник — Энди Морин. О его прошлом ничего не известно, причем в прямом смысле, будто бы его и не существовало до того, как он присоединился к Грипсам. Он клавишник, который обожает свое дело. И, наконец, Стефан Бернетт, или же MC Ехать. Раньше он был под псевдонимом MXLPLX и читал какой-то около вайперовский рэпачок. Эти 3 всадника апокалипсиса скорешились, объединились в лице Death Grips и дропнули свою первую епиху как подарок женщинам на 8 марта 2011 -го. Причем сделали они это вообще на похер, просто залив клип Full Moon Death Classic на YouTube, приложив к нему архив со всей EP. И вот представьте, каково было людям, которые наткнулись на эту вещь абсолютно случайно. Тем более, учитывая, что это был 2011 год, когда интернет был еще достаточно таинственным местом, а люди мочили штаны от крипипаст. Full Moon Death Classic был записан 21 декабря 2010-го, и в эту дату как раз происходило лунное затмение, которое словно ознаменовало рождение легенды. Вся EP звучит так, будто мы слушаем что-то, что не должно существовать. На ней даже не было и нет трек-листа, потому что в случае с этой работой он вообще не нужен. Эта вещь, будучи их первым релизом, сразу показывает нам все то, за что люди будут любить Death Grips в дальнейшем. Здесь уже есть MC Ride, который маниакально орет абстрактную хрень, Зак Хилл, отдалбливающий ломаные ритмы, и куча сэмплов, которые взяты из абсолютно случайных источников, что полностью распознать каждый сэмпл практически невозможно. Несмотря на то, что это экспериментальный хип-хоп, назвать это хип-хопом язык вообще не поворачивается. От него здесь только MC Ride, который в свою очередь тоже очень часто отклоняется от традиционного ритмичного рэп-флоу. Но самая сильная сторона этой EP в том, что это, собственно, их первый релиз. Пока слушаешь ее, ты прям чувствуешь, как эти мужики уверены в себе. Ведь они уже знают то, что они собираются делать со своей музыкой, что они хотят ей показать и в каком направлении будут двигаться. Спустя месяц Death Grips выпускают дебютный микстейп Ex-Military через свой сайт и Bandcamp. Уже тогда люди по достоинству оценили безумную энергетику, которая завернута в вайб диких джунглей, создаваемый первобытными ударными, и обложкой альбома. Некоторые, кстати, реально думают, что это MC Ride. Ну лохи, конечно, вот же он. Удивительным образом альбому удается вобрать в себя все самые темные стороны интернета и сплести из них свою собственную уникальную эстетику. И это учитывая, что группа не пыталась ее создать намеренно, работая над этим микстейпом. Все получилось само собой. А собственно, при чем тут интернет?
Ну, во-первых, сам микстейп звучит как эквивалент скримеру, которого тебе отправили на почту. А во-вторых, сами Death Grips полностью отдадутся в объятия интернета и пропитают им всю свою музыку. Но об этом чуть-чуть позже. Возвращаясь к самому Ex-Military, это однозначно революционная работа для хип-хопа, потому что до нее мало какие проекты соединяли индастриал с рэпом так же умело. Есть, конечно, ребята типа Далека, но это другое. Отдельно стоит упомянуть клипы на их треки, в частности на Guillotine. У большинства людей Death Grips ассоциируется как раз с кадрами из этого клипа, и сам трек является одним из их самых известных, хотя это, по-моему, чисто из-за миметичности. Зико. Этим микстейпом Death Grips сразу же заставили всех критиков обосраться и заявили о себе как о группе, которая расширяет границы звука и задает, если так можно выразиться, тренды. 8 сентября Death Grips выкладывает одну очень интересную штуку. Называется она Black Google, и это тот же Ex-Military, только разобранный по частям. Акапеллы, инструменталы, эффекты, драмки, все отдельно. И что в этом интересного? Мэшапы. Они сделали это, потому что через мэшапы, которые создают люди, они будут пиарить себя. Death Grips разлетались по интернету как чума, потому что мэшапы с ними стали очень популярны, и в принципе до сих пор остаются. Когда я говорил о связи группы с интернетом, я частично имел в виду и это. Возможно, что самые первые мэшапы из того времени вообще были сделаны самими Death Grips, потому что им ничто не мешает вирусить мемы про самих себя. Короче, как Lil B. Он, кстати, на меня в Твиттере подписан. А в эпоху интернета мемы – самая лучшая реклама. И на протяжении всего своего существования группа будет продолжать использовать все преимущества сети, когда в современных реалиях большинство музыкантов наоборот старается оградить себя и свое творчество от якобы негативного воздействия интернета. Death Grips же делают все наоборот, и в итоге обращают это в свою пользу. В начале 2012 года группа подписывает контракт с огромным лейблом Epic Records и выпускает следующий альбом The Money Store, который в итоге начали восхвалять в разы больше, чем Ex-Military. И по понятным причинам. Несмотря на то, что это все еще ядерная смесь из самых разных звуков, им удалось добавить в свою музыку то, что привлекло более массового слушателя. Они смогли сделать цепляющие и до ужаса заразительные треки. Это не самый мой любимый альбом Death Grips, но я должен признать, что некоторые треки с него самые заслушанные из их дискографии. Я сказал, что Ex-Military расширяет границы звука и задает тренды. Я бы хотел, чтобы это было так, но после выхода The Money Store все влияние микстейпа, к сожалению или к счастью, сошло на нет. Этим релизом они смогли вдохновить гигантов всей муз-индустрии. Например, благодаря нему на свет вышел Yeezus у Канье, с которым он конкретно обосрался. Давайте, нападайте! И с таким уникальным стилем группа неплохо так смогла обосноваться, учитывая, что пытаться делать их копии может только какой-нибудь Канье. А если ты маленький начинающий исполнитель, то даже не пытайся повторить звучание Грипсов. Тебя сразу же заплюют их фанаты и обвинят в наглом копировании. Вот настолько их звук уникален. После выхода The Money Store группа должна была отправиться в тур, но они отыграли всего лишь пару концертов, а после них игнорили вообще все выступления. Позже Death Grips объяснили, что полностью сосредоточены на записи следующего альбома, который они хотят успеть выпустить до конца 2012 -го. Но лейбл был против этого, потому что их новый альбом якобы не такая уж важная штука. Давайте-ка вы выпустите его где-нибудь там в следующем году. Естественно, это взбесило группу, и они запостили в Твиттер, что им похер. Весь мир увидит новый альбом 1 октября. Что, собственно, и произошло. Death Grips слили свой же альбом под названием No Love Deep Web бесплатно во все интернеты. Мало того, так на его обложке был еще и хер Зака Хилла, что тонко намекает, лейбл. Иди нахуй отсюда. С самого начала слышно отклонение группы в более минималистичное русло и создание идеального пространства для того, чтобы MC Right мог разойтись по полной.
Альбом звучит так, словно ты слушаешь паранойю в аудиоформате. Вот уже в 3-й раз группа, как ни в чем не бывало, меняет свой звук, но при этом все равно не лишается своего уникального стиля, за который хвалят с самого начала. Раньше мне, кстати, вообще не нравилось ничего на этом альбоме, кроме первого трека. Это, наверное, потому что он звучит так, словно его написали челы из Мешуги, а в то время я заслушивал всякий мат-металл и джентуху. Но, переслушав дискографию к этому ролику, я наконец-то прочувствовал весь прикол No Love Deep Web. Так, кстати, со многими альбомами, например, мне конкретно не заходила первая часть The Powers That Be, но спустя время весь этот альбом стал любимейшим. Я это говорю за тем, что, может быть, у вас тоже есть подобные отношения с какими-то их альбомами, дайте им еще один шанс, возможно, что в этот раз вы взглянете на них по-другому. Естественно, Epic Records были ужасно недовольны такой выходкой, но вместо того, чтобы сразу дропнуть Death Grips с лейбла, они написали им письмо, где попросили: пожалуйста, удалите альбом из интернета, а мы его нормально выпустим и будем продавать. Тебя послал нахуй или нет? По-моему, не послал. Иди нахуй. Сказали Death Grips и запостили это в Twitter. Ну и наконец-то их отношения были разорваны. Но группа так и планировала. Они всегда хотели иметь полную свободу, а контракт с лейблом нужен был только для разового сильного пиара по всему миру. Ну и этот срач, где пацаны выставили себя как настоящие интернет-панки, тоже заметно увеличил уровень хайпа вокруг группы. И я не преувеличиваю насчет хайпа. Небольшие и прямые отсылки на Death Grips появлялись в самых неожиданных местах. Например, серия коня Боджика, где играет No Love, или машина в Battlefield Hardline, из которой слышен хакер. Естественно, куча мемов, которые спокойно могли появляться в местах, где люди толком и не знают о Death Grips, но из-за смешных картиночек, скорее всего, поинтересуются. Я вот узнал о них из-за группы в ВК Death Grips в Перми, на которую я наткнулся совершенно случайно. Там челы ждут, когда же они наконец приедут в Пермь. Я даже не из Перми, но тоже теперь жду. В 2013 году группа создает свой собственный лейбл Third Worlds, на котором они могут творить все, что пожелают. Ну вот они и пожелали зафигарить концерт, а самим не прийти. Вместо этого на сцене были только игрушечные барабаны, синтезатор и iPod, играющие их треки. Естественно, фанаты были в бешенстве. После этого инцидента Death Grips начали отменять вообще все свои ближайшие концерты и злить еще больше фанатов. Но внезапно группа дропает нечто, названное Government Plates. Альбом, который мало кто оценил по достоинству. Причем начинается он очень сильно с одним из их самых популярных треков и самых меметичных клипов. Так, все, я готов. You might think he loves you for your money, but I know what he really loves you for. It's your brand new leopard skin pillbox hat. Клевый акцент, да? Этот трек, безусловно, кочевый, громкий, яростный. Но вот все, что идет дальше, берет немного другой курс, которым многие фанаты остались недовольны. MC Right отъехал на второй план, выставив остальных участников группы на передний. То есть альбом по большей части берет свою силу и энергию из инструменталов, нежели из криков бомжа. Я считаю, что этот релиз в любом случае хороший и по-своему уникальный. Для меня он всегда звучал как психоделичный сон, когда у тебя высокая температура, и в конце ты просыпаешься от кошмара в холодном поту. Ну и я, конечно же, обязан упомянуть то, что на треке Birds присутствует Роберт Паттисон, где он играет небольшой отрывок на гитаре. Он просто давно был их фанатом, а тут они как-то встретились и сразу закорешились, даже сделали пару фотографий. Это вообще многие, в том числе и я, считали фотошопом, настолько это фото проклято. Death Grips анонсирует тур вместе с Nine Inch Nails и Soundgarden, из-за чего в очередной раз окружают себя толстенным слоем хайпа. Но перед тем, как отправиться в него, они делают еще один анонс. Респектабельные джентльмены на Луне. Первая часть двойного альбома под названием The Powers That Be. С самого начала все с предвкушением ждали нового материала, ведь выяснилось, что на нем будет Бьорк, но немного в нетрадиционной форме.
Она лишь дала им разрешение на то, чтобы они обузили сэмплы с ней как только пожелают, и пускай творят с ее голосом все, что им угодно. Хотя к тому времени они уже успели обзавестись симпатией друг к другу, ведь к этому моменту группа уже записала 2 ремикса на ее треки, а сама Бьорк визжит словно банши, когда врубает Dead Grips на своих диджейских сетах. Как бы то ни было, альбом вышел. И мне очень сложно подобрать слова, чтобы описать свое отношение с ним. Поначалу он меня ужасно задушил, и я не мог представить, как это можно слушать. Доказательством будет вот эта запись в моей группе, где я постил 2-ю часть альбома и сказал, что 1-ю не запощу, потому что говнище. Ну тупой. Они взяли самые, на первый взгляд, нежные, мягкие и, возможно, даже хрупкие звуки типа вокала Бьорк и каких-то флейт, запихали их в мясорубку, где тщательно перемолотили и перемешали все, что только можно, а затем сотворили из этого свою самую сюрреалистичную и абстрактную картину. Вроде бы выглядит ужасно, возможно даже гротескно, но, блин, привлекательно. Большинство людей остались довольны, но никто не хотел судить раньше времени, все-таки это еще не полный альбом. Так что люди ждали. Вроде нормально ждали, да? Вроде бы вот долгожданный тур почти начался. Как вдруг группа постит сообщение, где они объявляют о распаде. Обещают, что несмотря на это, 2-я часть The Powers That Be все равно выйдет, и говорят фанатам «Stay Legend». Трент Резнор разочарован, тур отменен, их твиттер удален, но все еще есть надежда хотя бы на то, что долгожданная 2-я часть все-таки выйдет. Пока фейк-аккаунты пытаются выдать себя за настоящих Dead Grips, некий BB Poltergeist постит очень забавный твит. Все думают, что мы распались, но кек лол не-а. И на канале группы выходит Inanimate Sensation, сингл со 2-й части, которая будет названа Jenny Death. Однозначно офигительная штука, и я могу представить, как сильно она завысила ожидания. Вдобавок, тот самый BB Poltergeist оказывается новым аккаунтом Dead Grips. То есть да, они в очередной раз всех затроллили. Спустя немного времени они из ниоткуда выпускают инструментальный альбом Fashion Week, треки которого объединяются во фразу, которая была криком всех фанатов в интернете. Jenny Death When. Альбом не прям плохой, но это все-таки не true Death Grips Experience. Да и сам по себе ощущается быстро набросанными джемами от Зака Хилла и Энди Морина. Когда ты думаешь, что люди и так уже готовы порвать за то, чтобы услышать 2-ю часть, Death Grips выпускает On GP. Я считаю, что этой песне нужно посвятить отдельный разговор, потому что она выделяется среди их дискографии больше всего, ибо затрагивает более личную сторону группы, которая на самом деле уже косвенно затрагивалась в их прошлых треках, но сами песни были завернуты в такую оболочку, где ты толком и не поймешь, связано ли это как-то с самими участниками группы, или это просто какие-то cool story. MC Райт впервые в тексте песни обращается к себе как Стефан, и блин, вроде такая мелочь, а так сильно. На эту песню даже есть разбор от психолога, причем реально годный, обязательно посмотрите. И в этот момент моего воображения уже не хватает, чтобы представить уровень хайпа вокруг альбома. Фанаты ссались кипятком в ожидании того, что из этого все-таки выйдет. И весь шум был сделан без всякой рекламы, а чисто на том, что имелось, и на силе интернета. Наконец, Jenny Death выходит. Причем его слил в интернет какой-то чувак, но Death Grips тут же после этого взяли и сами слили альбом, чтобы чел не возомнил себя героем. И я без понятия, как люди отреагировали. Я вижу много хейт-обзоров, я вижу много восхвалений. Мне кажется, что ожидания правда были задраны выше некуда, поэтому альбому было сложно допрыгнуть до этой планки. Многим не нравилось то, что на 2-й половине Death Grips звучат... обычно. 1-я часть является пиком их экспериментов, а вот 2-я во многом тупо громкий роцк с MC Райдом на микрофоне. Но к этому моменту лично мне уже плевать на то, в каких жанрах они играют. Пускай это панкуха, пускай это что-то непонятное. Это все равно Death Grips.
И даже если какой-то альбом вам не нравится, он все равно достоин внимания и не может быть окрещен говном. Ой-ё, чушь несу. Конечно может, ничего не мешает. Фух, чуть фанатом Death Grips не стал. Ну и на самом деле, большинство людей оценивали фулловый The Powers That Be более чем положительно, в том числе и я. Это мой любимый альбом Death Grips, и я считаю, что на момент его выхода группа действительно была в своей сильнейшей форме. И для того, чтобы им двигаться дальше, им пришлось обновиться. Как тупо звучит. Ну просто их последний трек был Death Grips 2.0 и типа ха-ха, обновление. Спустя немного времени группа заливает на YouTube видео Bottomless Pit. На нем изображена актриса, которая должна была играть в фильме Зака Хилла, но, к сожалению, скончалась. Из-за этого группа переделала ее речь так, чтобы это видео и послужило анонсом для их следующего альбома, который называется Bottomless Pit. После небольшого затишья и выхода сингла Hot Head к своему следующему альбому, Death Grips выпускает инструментальную EP, к которой прилагается видеоинтервью, но самого интервью в нем нет, только музыка. Скорее всего, это своеобразная критика фанатов, которые постоянно пытаются узнать как можно больше о группе и о ее участниках, и в итоге забывают о том, что важен не артист, а музыка, которую он играет. Мне правда кажется, что это какой-то слишком детский мув, но самое главное то, что музыка правда хороша. В этот раз у Зака и Энди все-таки получилось сделать чисто Death Grips работу даже без MC Райда. Интервью B вообще кайфовейший трек. Не пропускайте эту EP, достаточно хорошая вещь. Bottomless Pit должен был выйти 6 мая 2016, но кто-то слил его еще 29 апреля. В этот раз группа не стала принимать никаких решений, а большинство фанатов спокойно ждали официального релиза, несмотря на лик. И вот он вышел. Альбом сочетает в себе почти все то, что было на предыдущих. Некоторые треки звучат так, будто сошли с недавнего The Powers That Be, а некоторые словно с The Money Store. Например, Spikes, который в очередной раз демонстрирует умение Death Grips делать заразительные хуки. Благодаря Giving Bad People Good Ideas, я наконец-то осознал, как умело группа использует первые треки в своих альбомах. Beware, Get God, Come Up and Get Me, Up My Sleeves и Giving Bad People Good Ideas. Все они успевают задать настроение на альбом и, скорее всего, заставляют конкретно так офигеть. На этом альбоме даже бывалый фанат обосрался бы с такого приветствия. Bottomless Pit показал результаты того самого обновления, о котором группа заявила на своем последнем треке прошлого альбома. Они будто бы переосмыслили себя, свое творчество и заключили все свои мысли в этой работе. И соответственно, большинство людей приняли Bottomless Pit более чем положительно. Спустя полноценный год молчания, группа неожиданно для всех выпускает некую штуку под названием Steroids. Это мегамикс, идущий около 20 минут, и по сути его цель была в том, чтобы фанаты особо не забывали про группу из-за этой годовой тишины. Но эта вещь настолько хороша, что многие считают это вообще лучшим релизом от Death Grips. Это безусловно самая жесткая, дикая и раздалбливающая вещь из всех, что они делали. Если честно, я сам только недавно его послушал, и это правда бомбическая штука. Самый Death Grips'овский релиз из всего, что они делали. Перед выходом их последнего на данный момент альбома, Death Grips решили немного изменить свой подход к взаимодействию с аудиторией и стали максимально активны в соцсетях. Настолько активны, что люди просили их прекратить. Death Grips is online. Каждый, кто писал эти слова в своем аккаунте, был ретвитнут группой. Они начали часто проводить подобные сессии ретвитов, пока не достигали лимита. Мем изначально был запущен каким-то рандомным чуваком, а затем уже сами Death Grips подхватили это и решили сделать полноценным мемом в своем комьюнити. Раньше от них не было почти никакой лишней активности в соцсетях, помимо действительно важных новостей. Здесь они начали постить вообще все, что придет им в голову. И наконец, они анонсируют свой новый альбом Year of the Snitch.
Перед анонсом они уже назвали нескольких коллабораторов, которые примут участие в записи. Басист Tool, нойз-артист Жрущий Стекло и режиссер Шрека. Шикарный набор. Так же, как они спамили постами, так они решили поспамить синглами. Перед альбомом вышло 5 синглов, и люди начали просить пацанов остановиться, а то они так весь альбом выпустят. Ну и сами песни с каждой новой вышедшей ставили под вопрос качество альбома. Но когда он все-таки вышел, люди забрали все свои слова назад и приняли альбом достаточно тепло, потому что цельно все воспринимается в разы круче. А я не принял. Сколько бы раз я его не переслушивал, для меня это все равно самый слабый альбом от них. Неплохой, но у меня никогда не возникало желания послушать какой-нибудь трек с него. А каждый раз, когда я хотел его переслушать, мне банально становилось скучно. Я не буду пытаться объяснить, почему это так происходит, я без понятия, и я не особо хочу играть в критика на этом видео. Ну и понятное дело, что ни один человек, заинтересованный в группе, не должен пропускать этот альбом. У него, как ни крути, есть своя уникальная эстетика и узнаваемый стиль Death Grips. На данный момент это последний альбом челов. После него выходит только странная штука под названием Gmail and the Restraining Orders, которая представляет из себя нойзовый хаотичный коллаж из сэмплов, барабанов и всякой другой параши. Я так и не понял, что это такое, но на самом деле это не так плохо и, возможно, стоит того, чтобы заценить. В 2020-м Death Grips снова залегли на дно и покинули все соцсети. Ни новостей, ни анонсов, ничего. Вот уж не знаю, что с ними стало. Надеюсь, что они снова готовят свою атаку на интернет и порадуют нас новым материалом. Подводя итоги, для меня Death Grips являются определением такого словосочетания, как интернет-мьюзик. Они действительно очень сильно привязаны к интернету, а их микстейп Ex-Military по какой-то непонятной мне причине вообще отдает вапор-вейвам. Типа так же, как вапор-челы были интернет-панками, так и Death Grips, только они трушные, а не трапы всякие. Ну и, кстати, зародились они примерно в одно время. Они используют все преимущества сети, и возникает ощущение, что они звучат так, как звучали бы самые темные уголки интернета. Как что-то, на что было бы жутко наткнуться в этой паутине. Я уже говорил в своем видео про Modest Mouse, посмотрите его, пожалуйста, просмотров слишком мало, что для меня текста в музыке вообще не важны. Но в случае с хип-хопом, хочешь ты того или нет, по большей части они играют почти главную роль. И у Death Grips с этим все было более чем в порядке. Благодаря OnGP я решил почитать и другие текста у них, и был приятно удивлен. Там реально очень много интересностей и куча слоев глубины, а еще есть Sonic Reference. Большинство людей думают, что все их текста опираются только на шок-фактор, но как только ты привыкнешь и примешь их грубую природу, тебе откроются удивительно красивые вещи, которые раскрывают все самые интроспективные аспекты человеческой натуры. Офигеть, я такие слова в жизни не использовал. Если вы никогда не слушали подобного рода экспериментальную странную музыку, то Death Grips станут отличным стартом. Это один из самых уникальных музыкальных проектов в хип-хопе, и, наверное, даже во всей нынешней музыке. Я не особо люблю фанатов Death Grips и считаю их большую часть долбанутыми культистами. Но учитывая мои предыдущие слова и тот факт, что я сделал про них полноценное видео, говорит о том, что, похоже, я все-таки стал одним из них. Если какой-то мой подписчик пропустит концовку этого видео, то знайте, вы лошара. Во-первых, я рекомендую вам посмотреть вот этот ролик «Путь Death Grips», на который я так сильно опирался, что в итоге стырил оттуда почти все. Он, если что, в миллиард раз лучше моего видео. Во-вторых, с Новым годом. А в-третьих, хочу поблагодарить всех анимешников, всех, кто подписался на мой канал, ведь теперь нас уже больше косаря. Если вы пришли сюда с видео по Бличу и каким-то образом досмотрели этот ролик до конца, то вы большой молодец, и знайте, что подобные видео на моем канале будут выходить часто. Аниме никуда не денется и будут здесь до тех пор, пока я окончательно не приму тот факт, что оно говно. Все. Ребята, интересно, кто из ютуберов? Что? 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 Что?